these clients? Как будете поддерживать с ними связь? How are you going to how are you going to persuade them to buy the teas that you have? И самое интересное, как вы сделаете так, чтобы люди покупали этот чай у вас, отдавали вам свои деньги? And then how are you going to make them come back and buy some more? И как любой бизнес, как вы сделаете их так, чтобы они возвращались и возвращались к вам? So you can see where your energy is starting to move. It's moving into marketing and financial planning. И вся ваша энергия из покупки начинает переходить в другое русло, в маркетинговую стратегию. And already you're getting sucked into being a business person. И получается так, что вы начинаете застревать в ситуации, когда вы бизнесмен. And maybe your love for tea in this project is becoming less and less important. И, возможно, сложится такая ситуация, что ваша любовь к чаю, она станет все меньше и меньше под грузом, под давлением обязанностей бизнеса. Because it's okay to be sitting drinking tea, thinking, I want to do this with my life. This is what I want to do all the time. Потому что это все звучит достаточно красиво, сидеть, наливать чаечек и думать о том, что, блин, как классно, наверное, я хочу сделать чай частью своей жизни. И вот чтобы до скончания своих клиентов я сидела и пила этот чай. But when you start looking at the realities, it's actually quite complicated to make that earn money. Но суровая правда жизни в том, что это достаточно тяжело делать из этого бизнес. So who are these people? Who is going to buy the tea from you? Так кто же все эти люди, которые будут покупать у вас чай? What sort of tea do they want? Is it the type of tea that you want to sell them? Or are you going to have to find some other tea to sell them? Что же хотят ваши покупатели? Это тот чай, который вы говорите, что у меня классный чай. Покупаете его у меня, или вы будете следовать тому, что говорят вам сами покупатели, какой они хотят чай? If you just want to sell them your favorite tea, it's going to take a lot of extra work persuading them to buy it. Потому что если вы желаете продать им только то, что нравится исключительно вам, это займет у вас очень много времени и энергии доказывать, что этот чай самый лучший. Because in most business plans, we start by looking at what the client wants. Потому что в большинстве бизнесов мы смотрим на то, что потребитель хочет. So maybe we go from being a collector of rare pu'er tea. Возможно, мы начинаем как коллекционеры и потребители дорогих и эксклюзивных сортов пуэров. To making compromises and having to sell other styles of tea, maybe flavored teas, maybe herbal teas. И оказывается так, что нам приходится идти на компромисс, да, и выбирать, покупать такие чаи, как ароматизированные цветами, либо травы. This is the reality, because the smaller our offering, the more limited our style, the smaller our client base is going to be. Потому что, да, чем узконаправленнее вы являетесь, да, вот вы любитель исключительно старых шеф-буэров, да, тем уже рынок, которому вы можете это продать. Is that going to be enough to pay the rent? И хватит ли вам этих денег, этой части рынка, чтобы платить за свою квартиру по своим счетам? So now let's step back and think, oh, I had this nice hobby, and now I don't have a nice hobby anymore, and I'm sick of drinking tea, and I haven't got any money left. Теперь давайте сделаем шаг назад и подумаем, что действительно вы хотите расставаться с этим милым хобби, пить чай дома, да? Насколько вы действительно хотите продолжать пить и дегустировать чай, насколько вы устаете или можете устать от этого как от профессии. So I'm saying this because I've seen it happen many times. Мне приходится на этом акцентировать внимание, потому что я за свою карьеру видел это большое количество раз.
But we're lucky because tea is a great product. Мы с вами являемся счастливчиками по той причине, что чай — это отличный продукт. At the moment, it has all the benefits of health. It has the single origin foodie style. По той причине, что вот оттуда это все классно и вкусно. Ну и как, в принципе, как самостоятельный напиток, он очень интересный. So it is a really great product to invest in. И это действительно классный продукт, чтобы вкладывать в него деньги. We just have to do it in a way that makes financial sense. И что нам остается делать, это найти путь, чтобы это было финансово оправдано для нас. Growing in tea. Больше всего, что восхищает Кевина, это он обвел красным кружком, это возрастная статистика, что молодежь начинает интересоваться и пить чай. So that's very exciting because that's the future. И это очень возбуждает, восхищает, потому что это наше будущее. So when you put something like this in a business plan to take to the bank, и если вы будете закладывать свой бизнес-проект, бизнес-план, вот эту вот статистику молодежи, the bank manager is going to think, okay, this looks solid. И придете к вашему банкиру, он скажет: звучит хорошо, у вас есть план на будущее. Again, here we have increase in the amount of young people drinking. Еще раз, здесь также еще одна статистика, которая показывает увеличение процента потребления молодежи. Here we see that more and more, this is good for my type of company, because they are drinking origin-specific teas also. Вот конкретно эта статистика очень привлекательна для его компании, потому что... Single origin. Потому что эта категория пьет не смеси, а моносорта с определенных регионов. So again, good for the bank manager. Опять-таки, хорошо для вашего банковского менеджера знать такие дела в вашем бизнесе. Here we see where people are buying tea. Здесь мы можем видеть, где люди покупают чай. A big increase in people buying in specialty tea shops. И самая большая дорожка у specialty чая. And especially, again, the millennials, the young people. И опять-таки это классно, потому что в этом задействованы миллениалы. So the spiritual journey. Для некоторых чай это... Нет, хочешь сказать, экзорцизм, но это чуть другое там слово должно быть. Эзотерика, да? Некоторые воспринимают чай как эзотерическую часть. But we can't expect a room full of people to want to follow us on our spiritual journey. Но будем откровенны, мы не можем ожидать полную, набитую комнату людей, которые будут жаждать присоединиться к нашему духовному пути и проследовать за этим экзорцизмом. But we're lucky because good tea tastes really good. И в нашей индустрии, в чайной, мы достаточно большие счастливчики, потому что чем выше качество чая, тем вкуснее он. So again, if we approach the situation from the customer's point of view, что у нас получается? Если мы будем рассматривать ситуацию с точки зрения покупателя, and we think, okay, why did these people come to my class this evening? И подумаем, так, вот вы все здесь собрались, чтобы что? Все вы, да, и смотрю за вас. They want flavor experience. Что они хотят? Они хотят какого-то вкуса ароматического опыта. They want a little bit of information, just enough to understand why it tastes like this. Они хотят чуть больше информации для того, чтобы понимать, почему у чая такой вкус.
And and if they've gone out for the evening, maybe they want it to be entertaining. Если они к вам пришли красиво, поздно вечером, может быть, они просто хотят как-то развлечься. So I think in those situations with education, it's always important to consider what the person coming in is really looking for. If it's in their spare time, they're looking for something enjoyable. И в ситуации с обучением мы должны понимать, что человек, который приходит к нам за обучением, какую цель он преследует. So we have different levels. We have an introductory level, which is enough. Many people only do the introductory course. И поэтому, например, на примере школы Кевина у них есть несколько уровней. Первое — это введение в мир чая, да. Большинство людей там и остаются. Просто такой милый рассказ о том, что такое чай и как он работает. So in a simple 2-hour class, Простой двухчасовой класс. a little bit of tea history, an explanation about the botany of the plant, just simple. Немножечко введения в историю о чайном растении, потом с биологической точки зрения, что такое чай как растение. Maybe a map of the countries in the world that grow it. Возможно, карта, где мы покажем, где и как растет чай. Infusion techniques. Способы заваривания. Different types of teapots. Различные стили чайничков, да, или девайсов, в которых мы будем заваривать. Again, remembering that these people are beginners. И, пожалуйста, не забывайте, что люди, которые пришли к вам на этот урок, они новички, нулевочки. So maybe they're not ready for a full collection of I Ching pots of different clays. Возможно, вот прямо сейчас они не готовы для всей вашей коллекции синских чайников с разной глины. And then the next thing I always spend some time on is how oxidation affects the different styles of manufacture in the most simple form as possible. И следующее, на что я обращаю внимание, как кислород воздействует на лист. Да, естественно, какие у нас из-за этого появляются категории чая. And then I always do a little bit of health at the end, just because there's always one or two of the beginners crowd that they really want to know about the health benefits. И в самом конце я делаю буквально там пару предложений о том, какие полезные свойства имеет чай на организм человека, потому что обязательно 1 или 2 человека из класса захотят знать, как именно чай воздействует на ваш организм. And then I'll have some other more in-depth classes on Taiwan, Japan, China, specifically Chinese oolongs or aged teas. And then we also, for the more enthusiastic, we have clump, tea clump. Следующий уровень уже будет конкретно говориться про определенные регионы. Да, это Япония, это Индия, это Китай. Если мы заходим еще глубже, то разницу между тайваньскими и китайскими улунами. И следующий шаг у нас уже для этого есть чайный клуб. So you can see that's adding a lot of work. И как вы видите, здесь достаточно много работы, вот даже в тех пунктах, которые он перечислил. But if you do classes like this and you have people drink tea, it's a great way, if they have a good time, it's a great way to bond them to the company. И таким образом, да, через обучение, через классы, через клуб, если люди остались с приятным, позитивным мышлением, да, с хорошими эмоциями, это как раз то самое время, чтобы пригласить людей к вашей розничной полке, например. Представить вам, что у вас не только вот обучение, но еще и классный чаечек есть, можно забрать домой и там побаловаться. Balance. This is the calm of the body and spirit and the stimulation of the mind at the same time. Самое первое из хороших, да, положительных влияний от чайного напитка на организм, о чем можно сказать, определенное соединение кофеина. Да? Одушевляет тебя, бодрит, веселит.
То есть от кофеина я еще не видела грустных людей, сколько они перебрали. Или... Еще раз? Много знали слов. Ну, мы сейчас не обо всех вещах, да, то есть мы говорим о чае. В чае есть кофеин. Кофеин бодрит, веселит, увеличивает работу в нашем организме, всяких там частей. Yeah. And as a taster, I have yellow-brown teeth, but I still have no fillings. I have no cavities. Ну, если мы говорим о зубах, да, они желтоваты, но типа я не чувствую эту желтость на своих зубах, она меня не смущает. Because it has fluoride and it's depleting them. Потому что чай вкусный, как он говорит, это чистит твое сознание, и вот он весь такой приятный. But I think the type of client that is coming in looking for reasons not to be there. If somebody's coming into your shop and they already came in with reasons not to be there, it's going to be a hard sell for them. Он говорит, что вот если, допустим, зайдет вот такой клиент, как вы, с предложением, что типа чай вредит здоровью, вот докажите мне, что чай хорошо для здоровья, говорит, что это будет достаточно тяжело в его магазине вот так вот сходу изменить мнение человека. Потому что ты заходишь с определенным как бы настроем, что чай это плохо, докажите мне, что это хорошо, но будет тяжеловато работать с таким человеком. Здесь он попробует там доказать, рассказать. Если у тебя уже есть настройка в голове, то будет тяжеловато.